Всем привет! В этом видео я хочу поделиться очень нежным муссовым тортом. Но торт будет не просто муссовый, он будет без молочных продуктов и яиц. Если вам интересно, смотрите дальше. Заранее испекла бисквит, веганский бисквит. Подробный рецепт уже есть на канале, ссылку оставлю в описании. В этом бисквите я часть муки заменила на миндальную муку, поэтому бисквит получается более нежный по структуре, чем тогда, когда мы добавляем просто муку. Это надо иметь в виду и просто аккуратно его брать в руки, он более хрупкий получается. Будем готовить очень нежный мусс с марципаном. Нам понадобится марципан, веганское молоко. Тут вы можете брать любое молоко, кокосовое, миндальное, овсяное. Молоко с марципаном надо подогреть и перебить блендером до однородного состояния. Подробный рецепт мусса оставлю под видео в описании. К молоку добавляем веганский йогурт. Перемешиваем венчиком до однородности. Взбиваем овсяные сливки до мягких пиков. Заранее замочила желатин в холодной воде. Потом растопила, перемешивая до однородности, и вводим растопленный желатин в молочную смесь. Добавляем взбитые сливки. Дополнительно к муссу, конечно, мы можем добавить разные вкусовые добавки, ароматизаторы. Но так как я готовила с марципаном, мне хотелось, чтобы вкус оставался такой нежный, миндальный. Дополнительно ничего не добавляла. Йогурт у меня тоже это был соевый миндальный. В силиконовую форму наливаю часть мусса. Так как мусс довольно жидкий, каждый слой надо ставить в морозилку, чтобы он немного схватился. Тут у меня подготовленная начинка. Персик маракуйя. Она у меня еще не успела полностью заморозиться, но в то же время ее можно взять в руки, она стабильная. Как приготовить начинку у меня уже есть видео на канале, ссылку оставлю в описании. Сверху наливаю еще один слой мусса. Сверху кладу бисквит. И потом надо поставить опять форму в морозилку буквально на 5 минут, чтобы мусс схватился с бисквитом, и только потом можно наливать окончательный слой мусса. Когда налила окончательный слой мусса, опять ставлю в морозилку, чтобы этот слой схватился, и кладу последний корж бисквита. Торт замораживаем в камень. Полностью замороженный торт мы можем покрыть велюром или полить зеркальной глазурью. Также можно использовать и глазурь гурме. Но так как это торт без молочных продуктов и яиц, обязательно используем глазурь без добавления молочных продуктов. Это значит, мы не можем использовать белый шоколад, в исключении сейчас доступен веганский белый шоколад. Я переделала классическую зеркальную глазурь так, чтобы внутри не были молочные продукты. Значит, тут нету ни белого шоколада, сгущенного молока. Подробно про эту глазурь я сниму дополнительное видео, расскажу и покажу и поделюсь рецептом. И так как это торт без молочных продуктов, конечно, и фигурку я не могла приготовить из белого шоколада. Фигурку и кремовые цветы я тоже приготовила
без молочных продуктов. Идея цветов та же самая, как у меня уже есть видео на канале. Ну просто я немного изменила рецепт, чтобы тут не были молочные продукты. Я сниму обязательно подробный рецепт, где покажу, расскажу про такие кремовые цветы на желатине, которые можно использовать не только для цветов, но также и разные фигурки можно готовить. Но сразу скажу, что такие кремовые цветы, это кремовая желейная масса, это на любителя. Как любой торт, любой десерт, это все на любителя. Не будет так, что всем все понравится. Есть кому желейная масса нравится, есть кому вообще не нравится. Я к этим цветам, к такой желейной массе отношусь так. Это вкусно, если она не за много. К примеру, если поставить на тарелку кусочек торта с кусочком такого цветочка, это будет вкусно. Но чтобы поставить на тарелку кучу этих цветов и сейчас брать и все скушать, это уже будет перебор. И это уже будет невкусно. Это все как бы в меру. Такие кремовые цветы, желейные цветы, они считаются больше как декор, не как отдельный десерт. Конкретно разреза этого торта у меня нету, но у меня остался немного мусс и бисквит. И я просто собрала вместе мусс с бисквитом, посыпала какао-порошком и могу вам показать структуру, разрез такого торта. Как-нибудь еще сниму дополнительно видео и покажу конкретно, как выглядит собранный, разрезанный торт. Этот мусс по вкусу просто нереальный. Он более нежный, чем обычный муссовый торт. Любой веганский торт получается нереально воздушный, нежный по вкусу, по структуре, так как тут нету молочных продуктов. У нас тут нету жирные сливки, а вместо сливок мы добавляем овсяные сливки. Они настолько нежные, что можно кушать и кушать. И как бы все равно чувствуется такая воздушность. Каждый кусочек пропадает незаметно. Обязательно советую попробовать и убедиться, насколько это нежно-вкусно. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь, комментируйте. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, рецепты, эксперименты. Всем пока!